воскресный ход в субботу, в первую неделю после Пасхи. Помолимся, рцем си. Христос воскресе! Воистину воскресе! Господу помолимся, рцем си. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Мы сегодня с дочей после храма пришли в Эль-Патио позавтракать. Я причастилась, такое настроение праздничное. И сейчас покажу вам меню в московском Эль-Патио. Здесь пицца и паста. Салаты разные. Тут есть и супы. А что это за круда из говядины? Ломтики нежной говядины в пряном соусе. Вот, паста спагетти. Я уже выбрала. Так, дочь заказала, значит, у меня спагетти эль-патио с креветками, щупальца кальмара, что там у нее в сливочном соусе с вялеными томатами. А я заказала карбонару. Мне захотелось обычной пасты с беконом, сыром и яичным соусом. Ну, что принесут, покажу. Вот таганочка в окно. Спагетти с креветками, гребешками и кальмарами. Попробуешь, скажешь. А у меня карбонара с беконом и в сливочном соусе. В центре храм Георгия Победоносца, следующий храм Святой Варвары, мученицы, и Зарядье. Виднеются купола храма Христа Спасителя, храм Святой Варвары, улица Варварка называется. И вот прямо по курсу это палаты бояр Романовых. Вон дочь подсказывает, говорит, покажи, как плитку выложили внизу. Палаты бояр Романовых. Хулиганка. А вот вход в палаты бояр Романовых. Билеты взрослого для гражданина России 500, для негражданина 700 и для студентов 250. Это подклет у нас, хозяйственная часть, где находилась кухня. Какие потолки. Подвал конца 15 века. Древнейшая часть палат. Здесь хранили боярскую казну и дорогое имущество. Вот видите, здесь казна какая. Хранилась соболя, да. Первый царь из династии Романовых Михаил Федорович. А это пищаль? Или что Маленькая это? пищаль. Маленькая пищаль, а большая Большая пушка. Угу. Вон какой стяг. Правильно я говорю, стяг? Или Нет, это прапор. прапор? Раньше он назывался прапор. А человек, который нес его, Прапорщик. прапорщик, Идем дальше. Это второй ярус. Видите, какие двери.
сюда. О, какая красота. Смотрите, как расписан потолок. Это столовая, да? Обалдеть. Это герб бояр Романовых. Он же изображен на прапоре. Родословная книга 17 века. В Англии. Угу. — 1392 года. Буфет какой. Вот так вот обедали князья, бояре Романовы, точнее. Библиотека. Библиотека, ага. Сейчас, подожди, это изразцы покажу на печи, какие красивые. Это кабинет. А кабинет Михаила Федоровича, да? Никита Романович. Это уже его предок Михаила Федоровича. А что это? Михаил Федорович был уже царь. Вот, видишь, его войска располагаются. Как это? Стратегия и тактика Да. военного дела. И идем, согнувшись пополам. Как-то надо пройти по этой лестнице. Какие же они были все стройные, бояре. Ой, Маша меня сзади подталкивает. Так. Женская обувь 18 века. Черевички. Серьги типа моих. Ой, тапочки, какой размер ноги у нее. Девушка из знатной семьи. Видите? Типа горожан. Челобитная царям. Челобитная царям Иоанну и Петром Алексеевичем от Перфильевой о пьянстве и бражничестве мужа. Письмо Перфильевой сестре Салтыковой с просьбой купить камки и кружев. Комната боярыни, да. Какая тачка красивая. Это зеркальце, видишь? Комната боярыни расположена в тереме изолированной части дома, что свидетельствует о замкнутом образе жизни женщин высшего сословия. Кот лежит на Ага. Это прялка, потом веретено вот лежит, которым в сказке, помнишь, царевна палец уколола. А это прялка. Видишь, княгини пряли, вязали, вышивали.
Присоединяйся к нему. А это уже комната царевичей. А, нет, это еще не царевичи, это старшие сыновья. Это же еще у нас пока бояре. Пока они еще не возведены на царстве. Где они спали? Ну, наверное, еще не дошли до спальни. Видите, глобус. Тартария. Тартария, Великая Тартария это. Россия. Ой. А, понятно. Я руку протянула и сразу сигнализация заработала. Пошли отсюда. На спальне, сказали, не сохранилась, к сожалению. Ну, обстановка в спальне, поэтому не представлена. Такие вот палаты бояр Романовых мы сегодня с вами посетили. Первоцветы. Это первоцвет в Москве. Называется «Волны цветения». Видите, красота какая. Высотка на Таганке. Москва золотоглавая. Звон колоколов. Солнышко выглянет, тепло. Ну, сейчас вот оно скрылось и И чуть-чуть прохладно. Березки, русские березки, как у Шукшина. Ну, как Шукшин говорил, ну здравствуй, красавица, здравствуй, родная, да? Березки. Чисто русский символ. А мы идем на мостик, который вдоль Москва-реки. Ой, вдоль, через Москва-реку. Вдоль Москва-реки, сейчас вам наговорю. Смотрите, какие подснежники. Какие подснежники уже расцвели. Это мост через Москва-реку. Нет, это парящий мост, он не через Москва-реку. А, парящий мост, а Он до через... середины доходит и обратно идет. Да? Да. А на чем он держится? На опорах. Может обломиться. Сейчас проверим. Если я встану на него после объедаловки в Москве, то вполне возможно может и обломиться. Он какой-то теплоходик идет, надо снять его. Сейчас он из-под моста вынырнет. Уже началась навигация. Да. Лаванда. Кстати, можно проехать на теплоходе по Москва-реке 2 часа с экскурсоводом, стоит 1000 рублей с человека. Если пройти на пристань вот чуть дальше, там будет билет стоить 350 рублей. Да, а если пройти на пристань, дочь вот говорит, то там будет билет стоить 350 рублей. Ближе Ну да, я туда. даже видела возле моста причал Зарядье. Да, из любого причала будет стоить в 2 раза дешевле. Ну что, пройдемся по стене Китай-города. Вот видите, какие тут бойницы, пушки. А за этими стенами уже была не Москва. Тут был ров с водой земляной. А вал был Китай-города. Вот видите, как выглядело это все. Китай-городская стена, ров. А вот как выглядели пушкари. Да, все, не трогай, все. Пока пальцы целы, не трогай. И мы вышли, гуляя по центру, вышли к ГУМу. И сейчас подойдем, посмотрим, как готовятся к празднованию парада 9 мая. Это у нас Спасская башня с часами. Да, сейчас будет бить. И Красная площадь готовится к параду Победы. Видите, 77 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, со дня победы России над фашизмом.
колокола сразу, ага. Наверное, самая красивая площадь в мире. Самый красивый центр столицы в мире, да?